Друзья, всем привет! Это очередной выпуск нашего канала. С вами Александр Дубовенко. И на этот раз мы решили позвать эксперта по домостроению Сергея Петруша. У него есть свой канал «Стройхлам». И просто обсудить проблемы деревянного домостроения. Посмотрите, что из этого получилось. Друзья, сегодня у нас на обследовании имеется вот такой вот домик. Я скажу честно, это самые ужасные дома. Мне так обидно, понимаешь? Как ты думаешь, все-таки кто в этом виноват? Мы ее сожжем. Зачем способы искать? Все. Сожжем ее и все. Все, договорились. Про Портнягина что-нибудь расскажешь? Есть не надо, ничего не надо. И дом, кстати, тоже не нужен. Слушай, там засрут тебя за эту тему. Очень хорошо, мне прям как бальзам на душу. Продувается и ладно, ничего страшного. Давай, хренач, что нормально можно. Строительных каналов очень мало, и они между собой не конкурируют ни в коем случае. Они работают на общее дело, так что мы с удовольствием бесплатно, подчеркиваю, даем ссылочку на канал. Я вот веду блог месяца 3. Сколько ты этим занимаешься? Расскажи, пожалуйста. Год более-менее активных таких занятий. Скажем так, полгода последнее. Очень интенсивно все происходило, потому что до этого мы не занимались ни оптимизацией канала, абсолютно ничем. Просто снимали какой-то контент. Ну а ты для чего это делал? Вот, насколько я знаю, у тебя есть там бизнес, который немножко связан с этим делом, но не совсем с тем, что ты снимаешь. Я скажу честно, в определенные моменты была такая маленькая, слабенькая попытка немножко подкинуть материала на канал, связанного со своим бизнесом, но ради проверки того, работает ли это вообще. То есть результат абсолютно нулевой, это не работает. А вопрос, зачем тебе нужен канал, для чего вы его завели, какая цель, ну его задают постоянно. То есть каждый раз в каждом интервью. И я всегда людям задаю встречный вопрос. Ты перечисляешь когда-нибудь деньги на благотворительность? Условно говоря, она может быть разной. Может быть, каким-то больным детям, там, не знаю, смс-ку отправить, там, 100 рублей, еще там что-то. Ну, конечно. Точно то же самое делаю и я. То есть я отправляю эти смс-ки, я отправляю эти деньги, и многие почему-то пытаются меня в какой-то коммерческой подоплеке как-то уличить, но коммерческой подоплеки изначально здесь никакой нет. Естественно, конечно, хотелось бы, если бы канал имел какую-то коммерческую жилку, то это было бы неплохо, конечно, неплохо. Но основная цель и задача канала — донести до людей какой-то большой массив информации, который помог бы им не попасть вот в руки каких-то, ну, таких откровенных мошенников и бракоделов. Друзья, сегодня у нас на обследовании имеется вот такой вот домик. Скажем так, это не полноценное, это такое микрообследование будет. Посмотрим, что представляет из себя на данный момент единственное сооружение от Гудвуда, в котором я был с инспекцией. Александр меня конкретно попросил четко. Он сказал, если ты найдешь какие-то недостатки, это будет очень круто, мы должны об этом знать. Так как мы позиционируем себя в виде компании, которая все-таки делает более-менее качественно, я не буду говорить, что экстра, класс, супер, да, там, но в любом случае в верхней части по качеству, да, и точно лучше, чем шабашники, которые там вообще ничего не понимают, то нам, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы люди как можно больше просвещались. И твой канал в этом смысле помогает, что, ну, не бывает, например, там, дома за миллион, условно, да, 200-метрового, при этом, чтобы качественно. Подожди, а как же Сергей Викторович? Зоркие соколы вы мои. Так, ну что, восторг, начало работ. Первый капок на котловане, дом за миллион. Вот ты как более, кстати, независимый в этом смысле эксперт. Скажи, пожалуйста, можно ли считать, что если кто-то предлагает построить дом за 10 тысяч рублей за квадратный метр, то это, первое, невозможно. То есть, и второе, это дома не получится. Будет какая-то конструкция, которая, кстати, внешне по фотографиям будет даже дом напоминать. То есть это может быть какой-то каркасный дом экстра низкого класса, выполненный там из сырой древесины, дешевой ваты, обшитый виниловым сайдингом. И на картинке будет смотреться даже неплохо. Если с коптера снять, вокруг полетать, вообще будет красота. Да. Я тогда как дуть буду держать эту. Будет дуть, будет Юрий.
У архитектора у Чабана недавно вот вышла статья, и он сказал, что у нас вот одна из проблем — жуткое низкое качество строительства в целом, то есть прям ужас. И это как бы испокон веков идет. Как ты думаешь, все-таки кто в этом виноват? Вот больше строители или больше покупатель, потребитель, который не требует вот этого качества? Я считаю, что не нужно изобретать велосипед здесь. Нужно идти по опыту стран, которые уже 10 собак съели в этом направлении. Нет ни одной страны, где качественно строят, где не была бы обязательная инспекция, не был бы обязательный технадзор и не было бы отраслевых стандартов. Полное отсутствие отраслевых стандартов, отсутствие обязанности со стороны покупателя. Почему? Потому что в Европе со стороны покупатель обязан нанимать технадзор. А нет такой обязанности? Нет. Соответственно, даже директор финского завода нам в интервью, когда мы его спросили, а что бы было в Финляндии, если бы не было там технадзора? Качество было бы ниже? Он сказал, конечно, ниже. Потому что каждый хочет сделать попроще и полегче. Очень хорошая мысль. Более того, в Финляндии, по которой ты упомянул, там на самом деле 2 технадзора. Первый технадзор — это независимый технадзор, порядка 10% от сметы, если не ошибаюсь. Это тоже коммерческая компания, но она специализируется на технадзоре. А еще есть государственный технадзор, который проверяет работу вот того технадзора. Ну вот в эксплуатацию там Да, больше. да. То есть там фактически даже несколько органов. Но я считаю, кстати, вот согласишься со мной или нет, это важный фактор, но, возможно, даже не главный в качественном строительстве. Дело в том, что в той же Финляндии 90% домов, я думаю, ну, опять же, интересна твоя оценка, строятся до покупки. То есть сначала построилось, потом покупатель за них платит деньги. И фактически он может до заселения еще и отказаться. То есть ему построят, он посмотрел, нет, меня это не устраивает. То есть идея в том, что там развит девелопмент в первую очередь. А у нас строительство на заказ. Как ты считаешь, этот фактор влияет на качество? Я считаю, что влияет, но первопричиной всему, это опять же мое мнение, является особенность менталитета, которая в головах людей, в умах подразумевает оседлость. То есть оседлый образ жизни. Даже в Скандинавии образ жизни не оседлый, люди привязаны к работе, и, соответственно, существует оборот этих домов. Очень частая история, когда люди живут в доме 10 лет, потом по работе переезжают в другой регион, и этот дом очень быстро находит своего покупателя, точно так же. Ну, плюс в Финляндии очень такая интересная особенность вот этой вот хуторной системы, развитости дорог. Но нужно опять же отметить, я общаюсь там с одним блогером, ну, он, скажем так, русского происхождения, живет в Финляндии. Он говорит, сейчас очень большой приток людей в города. То есть люди устали постоянно пользоваться транспортом для доставки детей в школы, в кружки и вот во всякие такие вот темы. Поэтому в России играет роль эта оседлость, и ее нельзя никуда спрятать. Вот в Штатах, допустим, ты общался там со своим другом, да, я смотрел у вас видео. Снимаю этот дом. Почему я не хочу, например, купить? Я вообще всю свою жизнь переезжаю куда-то. У меня нету понятия родины. И, соответственно, это вот все настроение, оно передается дальше в жизни. То есть я приезжаю в Вегас, я больше чем уверен, что это не последний мой город в моей жизни, а купить жилье – это привязаться к городу. Человек не привязывается абсолютно к дому. И поэтому оборот этих домов обеспечивает работу и агентам по недвижимости. Да, то есть в каком смысле, как у нас с автомобилями, да? Если автомобиль стоит 15 тысяч рублей, да, то что-то с ним не то. И автомобиль за 1 000 000 будет понятно, чем лучше, да? То есть, ну, все уважают топовые бренды. То есть никто не будет орать, что там Volkswagen, Audi, там Mercedes, BMW, Audi там, и Toyota, что это фигня полная. Что я знаю точно, надо брать там какой-нибудь... Сангьон. Сангьон, да, все я точно знаю, потому что это все фигня, это все разводка и так далее. Но все понимают. А вот в домах такого, видимо, нет у нас, да? У нас вообще там выходит кто-то и говорит, а вот я самый умный, давайте я вам все построю. И это гигантская проблема, и с этим связан очень низкий уровень заработной платы населения вообще в целом. Я могу просто сказать, как экономист, я преподавал в университете, я это знаю. Потому что человеку предлагают хорошую работу, нет, чтобы собрать чемодан и поехать и зарабатывать деньги. Нет, у него начинается такая тема. У меня друзья, у меня детский сад, у меня школа. Понятно, какую-то определенную роль здесь играет государство. Здесь от этого никуда не уйдешь, потому что устроить ребенка в школу посреди учебного года, куда-то, где ты оказался, вот, это какая-то проблема. Детский сад, это я вообще молчу, это отдельная песня. Здесь власти виноваты, но это не первопричина. То есть люди строят себе один дом, строят его на всю жизнь и даже не предполагают куда-то переезжать. И поэтому среди моих знакомых есть много людей, которые отказались от хорошей, на мой взгляд, работы из-за того, что они говорят, ну у нас же здесь дом.
очень у многих людей до сих пор мысль о том, что этот дом должен достаться по наследству детям, внукам и так далее. Я на них смотрю и думаю, ну вы чего? Посмотрите на ваших внуках, они уже вот так. То есть сейчас же новые позы у людей. Да? Вот. И он так смотрит, что-то нажимает, и ты не понимаешь, он умер или нет. Если бы на тот свет можно было бы подключить интернет и точно так же там нажимать, да? То я думаю, человек, половина Земли бы согласилась хоть завтра умереть. Но главное, чтобы учетка только сохранилась. Нет, все сохранилось. Все учетки. Ты оттуда пишешь. Ну, фотки слать, наверное, не получится, да? Вот, но писать ты можешь, читать можешь, все. Общаться можешь. Что еще надо, да? Есть не надо, ничего не надо. И дом, кстати, тоже не нужен. В Соединенных Штатах дом практически не стоит ничего. То есть это что-то похожее на автомобиль. Если автомобиль там 4 года одному хозяину, 4 года другому хозяину, и может быть 4 года третьему хозяину, и дальше это металлолом. И абсолютно неважно там судьба этого металлолома, да, то есть на дороге или в этом гараже появляется новый автомобиль. Примерно похожая история у американцев в плане отношения к недвижимости. То есть, во-первых, они все мигрируют. Во-вторых, в среднем семья живет в доме 4 года. Неплохо, неплохо. Не как у нас мышление дом на всю жизнь, и чтобы тут дети, и родители, и чтобы еще тут 20 поколений после меня жило, да? А 4 года это вообще ни о чем, это как, почти как съемное. Вот, и в средний срок службы дома 20 лет. И дом рассчитан на 20 лет. Это первое. Второе, конечно же, нет такого климата, то есть нету абсолютно таких морозов. Слушай, там засрут тебя за эту тему. Лучше даже, мне кажется, ее не поднимать. Они скажут, там Аляска, туда-сюда. Там... В Аляске не был, да, я был в Калифорнии в той же, в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе, да, то есть там летом коммунальный платеж выше, чем зимой, потому что летом кондиционирование, зимой отопление. То есть речь идет об охлаждении дома, а не о нагреве. Я говорю, а нахрена охлаждать дом, когда ты на работе? Ну, ты уехал, да? И зачем тебе кондиционер оставить включенным? Выключи его. Говорит, кот. Нет, ты его сейчас не выгонишь, он все, у него любовь к мужикам, у нас немножечко гей. Кота жалко. Если брус клеен плохо, то по клеевому шву должно развалиться, да? Если брус клеен хорошо, то развалиться должно не по клеевому шву. Да, вот отлично. Теперь мы восстанавливаем, да? Сейчас, давайте, это как пазл, да? Давайте. Я бы знал, я потише бы... Не, нормально. Здесь вот может показаться, что по клеевому шву, но если присмотреться, то здесь видно, что по дереву. Ну, здесь видно, да, что именно кусок, вот где-то миллиметр, просто на камеру даже можно показать, я не знаю, видно или нет миллиметр. Но идея понятна, да, это детский способ тестирования. Конечно, есть лаборатория, если интересно, у нас просто времени нет, туда сходим. Они, на самом деле, варят в специальном составе, сутки замачивания в кипятке, потом высушивание, и он начинает весь лопаться в трещинках и просто смотрит процент раскаления. То есть это, тем не менее, такой хороший экспресс-тест, да, на эту историю. Нормально все. Да, так что все, ОТК, да. Вот этот профиль, да, вот вроде как элементарная история. Засовываем прямоугольную и получаем профиль. Вроде, что может быть проще, да? Есть две технологии, принципиально разных. Первое – это использование профильных ножей, то есть в
на фрезу ставятся ножи, у которых профиль есть, вот такой. Они крутятся, да, и, соответственно, это проезжает и нарезает. Ну, более-менее понятно, да? Вот, но с этими ножами проблема. Во-первых, их 4 или даже 8 на одной голове. Если ты их чуть-чуть поставил не точно, то, соответственно, профиль уже будет хуже. Если ты поставил один чуть дальше, чуть глубже, хуже. Либо так, либо так. Да. Плюс, если сам нож от переточки, да, то есть он же постоянно тупится, нож от переточки, профиль уходит постепенно, да. И, соответственно, это проблема. Мы изобрели такую штуку, тоже в России практически не применяется. Эта голова, она стоит где-то вот то, что сейчас придут, где-то 1005 евро каждая, а их нам надо, я не знаю, 20 штук. Она сборная, то есть там не ножи, а там одноразовые пластины. То есть профиль задается конструкцией фрезы, и вот эти штуки, вот пластина, вот пластина, вот пластина. Здесь порядка, я не знаю, 100 или сколько одноразовых пластин. Они, как только они затупливаются, их он откручивает, поворачивает на 90 градусов, опять, потом он ее выкидывает. Ставит новую, и он никуда не уходит. Это вот прям, ну как бы такой. Это точно такая же история, когда произошла революция в станках с ЧПУ у немцев, когда они стали использовать вот только сами кромки режущий инструмент вот этот вот. Да. Один в один. Да, потому что до этого технологии, и тут, кстати, ну тут прям вот и подрезные какие-то ножи и так далее, вот такая вот. Это помнишь станок 1К62, этот советский? Вот такой резец. И стоит, точит его каждый раз. Потом вставляет, подгоняет. А сейчас что? Открутил, вставил ЧПУ, погнал дальше. Да. You don't know what you mean to me. I'm so Смотрел твой выпуск по поводу системы отзывов в интернете. Вот этой, ну, можно сказать, мега-аферы, да? Вот что тебе удалось узнать вообще? Стоит ли доверять отзывам в интернете, вот так скажем? Если ответить однозначно, то, конечно, не стоит. Я очень рад, что сейчас начинает эта тема отмирать. Я очень рад, потому что людям понадобилось приблизительно 5 лет для того, чтобы понять, что это читать нельзя. Но есть определенные организации, которые, по всей видимости, находятся под крышей каких-то структур, потому что написание бумаг очень часто не дает никакого результата. Коммерческая составляющая системы именно компаний, которые эти отзывы пишут и эти отзывы в интернете публикуют, она заключается просто в том, чтобы взять деньги за то, чтобы это удалить. То есть и отзывы эти могут генерироваться не непосредственно недовольными клиентами, их может не быть, они могут генерироваться самими этими компаниями. И генерируются они достаточно по крупным брендам, я постоянно отслеживаю, но здесь нюанс немножко в другом. Сейчас наступило время нативной рекламы. И, по сути дела, вот те отзывы, которые писались в интернете, они сейчас переросли вот в это нативное русло. И, по большому счету, на мой взгляд, это еще более опасная струя. Потому что человек, который занимается нативной рекламой, а 90% нативной рекламы — это блогеры, он должен быть предельно честен. Потому что сейчас мы смотрим точно так же, такие же отзывы, которые раньше были написаны, мы смотрим их на видео, на YouTube-каналах, и они точно так же могут оказаться абсолютной профанацией с точки зрения именно продвижения и продаж домов. Ну да, и был, кстати, хороший случай, сейчас уже про него можно говорить, потому что уже компания окончательно разорилась. Блогер очень известный, Варламов, активно пиарил компанию Pop House. В какой-то момент, немножко их раскачал, сначала были проблемы с качеством, вот, а потом она разорилась, то есть набрала денег и все, и перестала существовать. И, конечно, там его яйцами закидали как-то так мог, туда-сюда, то есть он прям пожалел, что вообще с этим связался. Я считаю, что профилированный массивный брус — это технология, которая не имеет права на существование. Сейчас попробую объяснить, почему. То есть есть оцилиндровка, вопросов нет, традиционная технология, усадка, все понятно. Есть просто брус массивный, традиционная технология, усадка, все понятно, требует отделки, скорее всего, как минимум изнутри желательно, да, снаружи там, как пойдет. А профилированный брус — это такая вот уникальная технология, это мое мнение, вот мне интересно твое. Это то, когда ты это все собрал, только желательно быстро из-под станка. Быстро собрал, и ты смотришь, вообще не отличается от клееного, ничем. Смотришь то же самое. Вот, и так будет целую неделю-две.
Летом будет 3 Да, дня. потом отопление дали, все началось, и вот эта вся профилированность перестает иметь какой-то смысл, потому что недостаточно этого замка, чтобы вот эту конструкцию всю сделать герметичной. И фактически, если строители убежали, то хорошо, если нет. То есть эта технология, она исключительно для того, чтобы обмануть людей. Вот мне интересно твое мнение, согласен ты или категорически не согласен? Камень в твой огород, потому что надо смотреть наши онлайн-семинары. Да. Извини, буду просвещаться. Был у нас семинар в доме из клееного бруса. И директор завода, который нам предоставлял этот дом, высказывал свое мнение. Он практически один в один повторил твои слова. Они любят эту тему. Не, ребят, ты что, дом-то холодный, конопатить надо. И, ребят, извините, я купил машину, я хочу ставить в нее ключ и поехать. Я не хочу там конопатить, там еще что-то делать. Вот, они говорят, конопатить. И вот он говорит, что даже обычный классический этот брус, но он как-то поддается конопатке. То есть кому хочется заниматься домом, у кого-то по каким-то причинам, но совершенно нету денег. Можно сделать одно, другое, третье, но только не профилированный брус. То есть тоже он повторил, но ты с этим, в принципе, сам-то согласен. Одно дело это мнение тех, кто продает клееный брус. Ты-то с этим согласен, как уже независимый эксперт? Я тебе могу сказать, что вот в череде обследований наших домов, а у нас их обследовано очень много, и выложено на канал далеко не все. Это самые ужасные дома. Вот ужаснее домов, чем профилированный брус, просто не бывает. Но с какой точки зрения? С точки зрения теплотехники. Как дача там для лета в теплое время года, ну пусть, продувается и ладно, ничего страшного. Но это опять же на любителя. Ну, кто любит растрескавшиеся стены, ну тоже, пожалуйста, пусть покупает. Но очень плохо и очень как бы досадно то, что эту технологию продвигают, а по факту она не корректируемая вообще никак. То есть этот дом весь скривило вот так вот, и все. И он живет абсолютно своей жизнью все время. И что самое как бы для людей, ну то, что для них не доносит производитель, этот дом, его нельзя ни конопатить, ничего. Остается только в тупую зашить его каменной ватой и ждать, пока он сгниет. Ну да, то есть и тогда и смысла получается нет, что он профилирован. Получается каркасный дом, а внутри у тебя еще и брус за деньги. Да, ну то есть очень хорошо, мне прям как бальзам на душу, хотя много конкурирующих технологий, есть та же оцилиндровка, есть и массивные, как это называется, кругляк, да? Подожди, конкурирующая с кем В оцилиндровка? том числе и с нами, почему нет? Ну, мы же не делаем ее, но это тоже деревянный дом, как бы, да. Дальше лафет, да, ну вот норвежские вот эти срубы, они даже и могут быть и дороже наших. То есть есть разные варианты. Я ничего плохого против оцилиндровки не скажу. Я скажу, какие плюсы, какие минусы. Там и диаметр желательно побольше, да, для теплотехники подобрать, потому что вот эта перемычка, узкое место, в 2 раза меньше, чем вот это, да. Ну, то есть надо брать уже бревна посерьезнее. Ну, или вообще забить на теплотехнику, мы об этом поговорим. Если такие люди, если у тебя камин, и ты используешь только летом дом, какая разница, да? Ну вот о чем ты говоришь. Еще одна технология мне не очень нравится. Я так, раз уж пошла такая пьянка, тоже, может быть, прокомментируешь. Мне почему-то не нравятся SIP-панели. Ты знаешь, я вот на данный момент я однозначно не озвучил свое мнение по поводу SIP-панелей, потому что я целый год пытаюсь разобраться очень четко, что же все-таки за технология и какие реально у нее есть плюсы и минусы. Я для себя отметил несколько, как бы скажем так, фактов, несколько отличий. Однозначно, это быстро возводимые дома, однозначно. Однозначно, они теплые, но в принципе все. На этом заканчиваются плюсы. То есть есть люди, которые не понимают, что ценность дома, она заключается не только в том, насколько в нем тепло или холодно. Что можно иметь теплый дом, и он будет откровенно дерьмовым. Вот когда ты попадаешь в дом из SIP-панели, создается впечатление, что ты реально в какой-то картонной коробке, потому что можно постучать в любом доме, в любом месте, и на другом этаже в любом месте дома тебя будут точно так же слышать. То есть можно перестукиваться, можно переговариваться, там нет абсолютно никакой шумоизоляции, как от внутреннего мира, так и от внешнего. Дом однозначно требует просто обалденно качественной вентиляции. Качественная вентиляция, когда люди приобретают дом из SIP-панели, они должны понимать, что она должна являться его неотъемлемой частью. А стоить она может больше, чем... она может больше, чем дом. Да, потому что дом недорогой, SIP-панели, да, ну, технология недорогая, а вентиляция хорошая, ну, наверное, с рекуператором имеешь в виду, да? То уж тем более... можно и без рекуператора, но тут получается как бы ситуация абсолютно непонятная. Зачем себе покупать термос, чтобы потом выкидывать тепло на улицу? Сиповики, конечно,
очень нечистоплотные люди, я назову их так. У меня на канале есть видео после пожара в доме из СИП-панелей. Горит за милую душу все. Горит просто синим пламенем это все. Ты имеешь в виду утеплитель, который пенополистирол, да? Ты знаешь, не нужно разбираться, что там горит. Этот дом горит целиком, просто как горят любые дома. И в тех местах в доме даже, где были, допустим, каркасные стены с каменной ватой, которые были защищены гипсокартоном, эти стены стоят практически в первозданном виде, несмотря на то, что у дома даже сложилась крыша. Это все выстояло. Мы жгли дом из клееного бруса, жгли стену. Видел? Смотрел. Я вам там написал комментарий, который, по-моему, самый популярный оказался. Да не горит, ё-моё! Зрители не поверили, мне так обидно, понимаешь, потому что мы его реально ничем не обрабатывали, да, реально вылили кучу бензина, да, реально подожгли, он реально потух. Вот твое экспертное мнение, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, там были какие-то манипуляции, или это просто вот законы физики, что большой кусок массивного древесины без подачи воздуха просто не горит? Я тебе могу просто сказать, у меня дома есть камин, и периодически я топлю его брикетами, а периодически топлю дровами. Вот если положить в камин один брикет, то его нереально поджечь. Просто нереально и все. Ты будешь сидеть, можно с газовой горелкой сидеть, его жечь 2 часа, он превратится просто в уголь в результате и не загорится. Как только ты положишь 2 брикета и оставишь воздушную прослойку, загорится все за несколько секунд. Вот и весь прикол. То есть, если я скажу, давай я улечу тебя немножко Давай, улечи, конечно. не в подмене понятия. Манипуляция. В манипуляции, да. Ага. Если бы около той стены поставить рядом со стеной, например, деревянный шкаф и поджечь между ними, все бы это сгорелось очень распрекрасно. Вот надо попробовать как-то сделать. Давай как-нибудь в следующий раз подготовимся, да, проведем еще один какой-то эксперимент, потому что стена-то стоит, она такая обугленная, да. Что-нибудь там придумаем, найдем способ, чтобы все-таки она сгорела. Так нет, мы ее сожжем. Зачем способы искать? Все. Сожжем ее и все. Все, договорились, да? Договорились. Потому что ты как эксперт как раз там поставим шкаф, бензином надо его поливать, не надо, как скажешь, там солому закинем, еще что-то. В общем, найдем. Я думаю, что мы найдем способ. Возвращаясь просто к СИП-домам, давай уже до конца эту тему обсудим, потому что эта тема очень серьезная. Я очень не люблю, когда людей загоняют в какие-то дома, занимаясь вот как раз-таки манипуляциями нечестными. По поводу вентиляции, закончили на вентиляции. Там нужна очень серьезная вентиляция. Я скажу честно, заставляли некоторых людей проводить обследование. У нас нет этих данных, но мы летом это сделаем. Там приезжали люди серьезные, СС. Если в этом доме присутствует нормальная система вентиляции, речи о выделении каких-то вредных веществ идти не может. Этот дом абсолютно экологически безопасен с этой точки зрения. Как только в доме начинает отсутствовать вентиляция, начинаются превышения по аммиаку и превышения по формальдегиду в этих домах. Это из ОСБ, наверное, да? Это из ОСБ. То есть в выделении стирола из пенополистирола, как у нас Сергей Викторович, он там с черепами ролик снял, какие-то черепа летают. Ему понятно, что ему кирпичей надо продать побольше. Расскажу вам правду о доме из СИП-панелей. И это видео раз и навсегда заставит вас забыть слово СИП. И для Сергея Викторовича, естественно, энергоэффективные дешевые дома — это, кость поперек горла. Он там, по-моему, говорил про то, что у нас в 5-м поколении уроды родятся. Там что-то такое, в общем, было. Это не соответствует действительности, давай признаемся честно, потому что, может быть, действительно кому-то такой дом нужен. Но не будем обманывать. Плюс вот мне еще что не нравится, и я нашим зрителям советую. Есть все-таки лабораторные испытания, да? То есть есть четкие, слава богу, вот экологичность — это не какая-то эфемерное там понятие, да? А это достаточно четкое. То есть есть список вредных веществ. Часть из них ты назвал. В Карелии один мой очень хороший знакомый, он заведующий лабораторией в республиканском онкологическом диспансере. Он мне скидывал ссылки. Это абсолютно научная литература. Он мне говорил: Сергей, почитай, как запускается механизм возникновения раковых опухолей на основе бензольных колец. Он говорит, это абсолютно стопроцентно доказанная тема еще с 60-х годов. Превышение ПДК по бензолу практически 100% запускает этот механизм, и это не какие-то сказки. Да. У нас, кстати, интересный случай был. В какой-то момент мы сделали дом,
стали делать исследования и бензол. Представляешь, в доме? Думаю, ну, в нашем-то доме откуда бензол, понимаешь? Мы даже USB не используем, понимаешь, нигде. Вот угадай, откуда. Вот невозможно придумать. Представляешь? Да, невозможно и угадывать. Да, невозможно. Гидроизоляцию промазали, значит, этой мастикой. И все равно как-то пары, понимаешь, пока она сохла, да, пары шли, но потом она высохла, запустили вентиляцию, да, и вроде как нормально. Обычно, что мазалась мастика, хорошо. Возможно, чем-то разбавили Разбавляли. керосинчиком, Да, а может да. быть она сама, кстати, тоже еще пахнет. Ну, когда ничего нет, бензинчиком разбавляют. Или бензинчиком, да. А бензол и бензин это, видимо, одно и то же. Ну, да, не блин? совсем, но... Да. Вот, и представляешь, на пустом месте, значит, получили эти... То есть вот так что тут с экологией оно может откуда угодно прилететь, да? Но просто надо за этим внимательно следить и не лениться, делать исследования, газовый анализ, да, то есть все это поддается измерению, да, это не какая-то там теория с черепами, с пятыми поколениями и так далее. А это просто берешь, заказываешь в лабораторию, не знаю, сколько это стоит, мне кажется. В СЭС стоит недорого. 10-20 тысяч. Там, Меньше может быть, стоит, даже действительно. меньше. Да. Стоит реально недорого. Да, и лучше это сделать. Мы, в принципе, это советуем всем делать перед тем, как, если особенно готовый дом вы покупаете, уж грех это не сделать. Пришел, сделал, но зато ты себя обезопасишь от кучи проблем. Про Портнягина что-нибудь расскажешь? Там интересная история получилась. Мы поспорили, что построим дом за 2 месяца. Но в итоге я по неопытности, так как я спорил на подобные темы первый раз в жизни, я не учел первое, момент строительства, построю дом за 2 месяца от текущего момента или от момента того, как я начну строить. Второе, я не учел, что участки бывают неудобные. Там метр глины, да, а потом подводное озеро. Плюс ужасные соседи, которые категорически запрещают работать в выходные и с 6 вечера и до утра. В итоге я скоро на канале Трансформатора признаю поражение, что я проиграл. Не то, что я не смог построить, а то, что я не учел. Но это то же самое, да? Некоторых вещей. И поэтому Дима получает коробку своего дома, тепловой контур, бесплатно от компании Goodwood. Ура! А пожить бесплатно он не даст? Я думаю, даст. Это мы Я договоримся. просто, мне кажется, я могу с цыганами приехать и пожить у него. Как бы. Отлично, кстати, хорошая идея. И единственное в России производство, которое можно смотреть онлайн. И причем все наши офисы, все наши производства. Где народ-то весь? А суббота? А, сегодня суббота же. Мне почему-то кажется, что твои противники, они договорились с этими ребятами сегодня, потому что они не дают нам разговаривать. Да, специально. Ну пусть работает. Давай, хреначь что. Нормально, можно. Скажи, пожалуйста, а почему ты не любишь каркасные дома? Я не люблю каркасные дома. У меня есть статистика, что, используя эту технологию, обманывают большее количество людей, чем в какой-либо вообще другой технологии, при использовании другой технологии. Поэтому, когда стоит вопрос, как защитить потребителя, абсолютно неважно, зарубить технологию полностью, сказать, что это плохая технология, либо пытаться поступать какими-то другими способами. Я считаю, что когда процент брака достигает 95, проще удалить с рынка технологию целиком, чем пытаться переучить всех остальных, кто занимается бракодельством. Интересный подход. Какой недостаток, на твой взгляд, самый большой в домах из клееного бруса? Первое – это цена, это не дешевые дома. Второе – это, скажем так, я основываюсь, опять же, тоже на статистике, на своей, когда опрашиваю людей. Это ограниченный дизайн, потому что многие приобретают эти дома в надежде на то, что сэкономят на внутренней отделке из-за того, что она уже готовая. Ну и третье, все-таки это далеко не идеальная теплотехника.
Потому что при расчете теплотехники именно дома, при расчете затрат на отопление, нужно рассчитывать не просто потери через слой древесины, который у нас любят, да, использовать. Вот такие вот бревна, вот такое Соответствует вот такому кирпичу. вот такому да? кирпичу, да. Ну, это бред, конечно. Приведенное сопротивление теплопередачи стены, как мы здесь видим. Здесь один брус, второй, третий. Здесь есть щели, есть неплотности, из-за чего образуется инфильтрация в доме. И основные теплопотери идут не через массив стены, именно если мы берем стены, а именно через, ну не дефекты, а особенности сборки. Но от этого никуда не Ну деться. да, но и даже через массив, если у Финляндии, допустим, стандарт, если мы делаем из массива, то 270 миллиметров минимальная толщина по их стандартам, да. Другое дело, как ты считаешь, почему, тогда вопрос, по идее, тогда эти дома должны достаточно мало продаваться, но они продаются. Значит, наши люди, по идее, как-то беспечно относятся к энергосбережению, потому что даже в клееном брусе можно сделать потолще стены, где-то что-то даже утеплить, нет вопросов, да. Использовать комбинированный дом, допустим, низ из камня с утеплением, да, верх деревянный, или там еще какие-то, вентиляцию поставить ту же, да, энергосберегающий, а людям все пофигу. Дешевые энергоносители. Причина в этом. В России дешево отапливать улицу в том числе. И опять же, по моей статистике, подавляющее большинство домов деревянных именно в газифицированных районах строится. Там, где маленькие мощности, где только электричество, как правило, люди стараются все-таки дерево не выбирать. Если нет фанатов там тепловых насосов, каких-то печей, твердотопливных котлов, но это не берем. Это вот столько вот занимает. Ну, отлично. Большое спасибо, что ты посетил нас. Спасибо за именно объективную информацию, не одностороннюю, как обычно, да, а именно... Как обычно у нас на канале, да? Да. То есть именно и с плюсами, и с минусами, и успехов тебе в продвижении твоего блога. Спасибо. Счастливо. Друзья, спасибо, что досмотрели до конца. Пожалуйста, нажимайте колокольчик, подписывайтесь на канал, потому что следующий выпуск будет очень интересный. Мы позвали сестер Стасовых, они из Санкт-Петербурга, и обсудили много интересного, связанного с дизайн-проектом, отделкой, стиле, даже немножко психологию. Подписывайтесь.